Это первый выпуск на нашем канале, начало нашего пути. Немного страшно, немного непонятно, но очень интересно. С момента покупки машины мы ни разу не путешествовали. Все наше время ушло на ремонт Севера. Немного подкрутили, немного подлатали, и теперь он готов к дороге. Ну вот и начинается контент. Доехали. Живите как хотите. Надо обдумать все хорошенько. Это настоящий деревенский туалет. Но немножко это приземляет, соединяет тебя с природой. Чувствуем тепленькое. Сколько можно? Все ноги ужалил крапивой. Ой. Так делать. Ловлю, Настюха. Но я вообще думала, что это коряга. Иногда, конечно, у меня приходят безумные идеи. Понял. Очень вкусно. Но самый кайф это в конце. Именно с этого и начинается наш путь. Не только как поездка, но и как канал, где мы хотим делиться с вами такими моментами. Ну что, проверим, кто выдержит дольше. Без интернета мы или Север без асфальта? Да я думаю, все справятся на изи. Вот и посмотрим. Ну а прежде чем мы начнем, давайте немного познакомимся. Это наш верный друг Север, Настя и я. И огромная куча вещей, которые нам сейчас стоит поместить в наш автомобиль. У нас все вещи поместились. И такое ощущение, что как будто можно было взять еще в 2 раза больше. Плюс у нас есть еще огромный багажник, который, в принципе, можно загрузить еще там на 300 килограмм. Будем брать с собой, возможно, больше вещей. А возможно, будем просто правильно их укладывать и правильно комплектовать. Посмотрите, вот такой у нас получился багажник. У нас все по отсекам, все распределили. Здесь у нас одни вещи, здесь вторые, там третьи, тут чемоданы. И вообще все так классно поместилось, все классно укомпоновалось. Но, если честно, немного переживаю по поводу поездки, как она пройдет, потому что очень волнительно. Прям не могу передать словами. Я очень много где путешествовал, очень много где бывал. Я сегодня просыпаюсь по будильнику, вспоминаю, что у нас поездка, и у меня прям сердце начало колотиться с такой скоростью, впыхнул адреналин. И я лежу такой, офигеть, просто, да ладно, ну типа сегодня поедем. Я очень долго ждал эту поездку. Надеюсь, у нас все пройдет хорошо. Это первое наше видео. Поддержите нас. Проехав 1/3 пути до деревни, мы решили остановиться, заправить нас и малыша Севера. Я считаю, неотъемлемая часть каждого путешествия – это покушать хот-догов на заправке. Заодно мы протестировали нашу мини-летнюю веранду на крыше автомобиля. Если интересно, о ней я расскажу подробнее в следующих выпусках. Собрались выезжать, заправился и хожу вокруг машины и чувствую, что пахнет маслом. И прям с задней части где-то пахнет. Я заглянул под тачку и там увидел, что задний редуктор очень сильно потек. Очень сильно. И там прям капает маслом. Сейчас написал мастеру, которого постоянно ремонтирует Дэв, узнать, насколько это критично, насколько опасно дальше ехать. И будем от этого уже какие-то принимать решения. Вот, доехали мы почти до Владимира. 1/3 пути, наверное, проехали. Поэтому сейчас жду смс-ки, будем что-то решать, что-то делать по ходу. Задний редуктор вообще там что-то прям капает. Я вот думаю, как мне делать. Короче, если будешь за маслом следить, там пробка есть такая заливная. Ага. Вот, если ее откручиваешь, чтобы из нее текло, а если, доливать надо будет, да? Ага. Вот. А если не уследишь, то прикончишь редуктор, я тебе там написал. Ну что, получается, сейчас начинается контент. Буду заливать масло. Купил и моторное масло, и трансмиссионное масло. Сейчас, в общем, буду ковыряться, пытаться залить, долить.
Настюха там достает с самого низа инструмент. Опа. Все, победа. Тяжело. Спасибо. Хорошо, что хоть инструменты взял. Хотя бы чуть-чуть. О, я еще не делал. Ну, короче, что? Как Дмитрий сказал, если масло течет оттуда, из сливной этой крышки, значит все нормально. Поэтому сейчас пока лишнюю панику отставим, поедем еще, наверное, километров 100 попробуем, да? Там найдем где-то место, остановимся. Ну, 200, наверное, пройдем. Остановимся на следующей заправке и посмотрим, останется ли у нас масло или нет еще. А так вроде все хорошо. Я даже не знаю, слушай, я вот в последнее время как-то начал более просто, что ли, относиться ко всем этим поломкам. Не знаю, может быть, потому что прошло очень много таких этапов с машиной, которые приходилось чинить, что-то переживать, то одно, то другое, то третье. Короче, это все наслаивалось друг на друга. И сейчас вот на самом деле к таким штукам, что там типа что-то потекло, что-то там сломалось. Вот недавно лобовое треснуло. И что-то как-то так легко к этому относишься, ко всему такой. Ну, типа, ну ладно, ничего, сделаем, там, типа, пройдет время, там, починим, накопим денежку, починим и будем дальше ездить. Поэтому, что, я вылажу, вылазю. Да не, нормально, оставайся так. Не, я вылазю и будем, короче, выезжать дальше. Ну, вылазей. Вот такие вот моменты отвожу, потому что если что-то произошло, или ты там куда-то не успел, или где-то задержался, наверное, да, так и должно быть. Мы когда стояли, может быть, если я не заглянул, то ничего бы и не увидел. И мы бы дальше поехали опустошать этот бак, и где-то там еще заметили. Ну, короче, вот такие вот истории. Может быть, это и правда какие-то направления есть. Вселенной тебя. Из-за небольших поломок нам приходилось останавливаться каждые 200 километров и проверять уровень масла в редукторе и двигателе. Но несмотря на это, наслаждение от поездки не покидало нас. Что может быть лучше отправиться на своем автомобиле в первое мини-путешествие? Доехали. Комары. Люблю, когда по крыше дождь стучит, и все тогда во мне задумчиво молчит. Я знаю мелодию дождя, она однообразна, но прекрасна, и все вокруг с душою сообразно. И счастлив я, как малое дитя, на сеновале душно пахнет сеном, и в щели льет зеленая листва. Стихает дождь, и скоро в небе сером расплещутся озера синевы. Стихает дождь, я выйду из сарая, и все вокруг, как будто в первый раз. Я радугу сравню с вратами рая, куда при жизни я попал сейчас. После утреннего дождя мы решили пойти насобирать ягод и прогуляться по окрестностям маленькой деревни Пожидановки. Она, кстати, названа в честь фамилии Насти. А скажи, курица, петух, цыпленок? Курица. Ну да, курица. Реально? И чё, в чем игра заключается? Она заключается в том, что у тебя, если петух, то у него должно остаться вот здесь высокое. Петуха же вот здесь есть этот гребешок. А если цыпленок, он такой маленький-маленький. Ну, это 2 курочки. Ага. Вот. Это забава твоя деревенская? Ну да, так всегда делают.
Какие вы красивые. Да, вы все правильно услышали. Деревня названа в честь моей фамилии Пожиданова. Пожидановка – это небольшая деревня, в которой 10 домов, а жилых из которых всего 2. Находится она вдали от цивилизации и граничит с лесом. Конечно, время здесь как будто остановилось, но возвращаться сюда хочется снова и снова. Вот это 5 рублей было. Ага. Это уже 50. О. Это, ну там, наверное, рублик. Это 10. Это тоже 5 рублей. 2, 3. 3? Ну да, нам досталось тут 3 дня. На самом деле есть такая практика в лесу или где-либо. Нужно обниматься с березами. Ты подходишь к ней, загадываешь желание, обнимаешь. Если честно, я сейчас чувствовал легкость, спокойствие. Сейчас еще ветерочек, ты начинаешь прислушиваться ко всем этим звукам. Сразу такая легкость, спокойствие. Отключается мозг моментально. Даже не понимаю, как это происходит. Кстати, попробуйте это. Деревенский уют не спешит раскрывать все секреты. Сначала влюбляет, а потом проверяет. И баня – один из таких моментов, когда становится по-настоящему интересно. Потому что Чтобы нормально помыться, нужно проделать ряд операций. Нам нужно будет набрать воды с колодца и потом уже затопить печку. Интересно то, что мы, знаешь, из города, из тепличных, можно сказать, условий, поехали отдыхать в деревню, где вот есть вот такие вот условия. Ну да, раньше это не ценишь, а потом много кто хочет просто в тишину, в спокойствие. Да, Такую есть деревенскую такое. жизнь. Меня на самом деле прикалывает вот эта вот вся простота, которую ты приезжаешь, ты сам что-то сделал, там, наколол дрова, затопил печь, разогрел себе воду, там, не знаю, пешком сходил на пруд порыбачить. Ну, вот такие вот какие-то простецкие вещи. Вот это самое прикольное, самое настоящее. Сегодня мы покажем, как наш день проходит. Да, друзья, как вы поняли, это настоящий деревенский туалет. Здесь все по-трушному, не так, как дома. Потому что ты зашел, у тебя все чистенько, все убрано, не летают мухи и все прочее. Здесь ты сидишь почти на свежем воздухе. Бывают и мухи, бывает и все что угодно. Если честно, я полюбил немножко такой экспириенс, когда ты выезжаешь раз в год в деревню, немножко приземляешься и перезагружаешься, потому что дома все-таки мы уже привыкли к этому комфорту, теплу, уюту, что у тебя все легко, все просто, ты сделал себе еду, помылся, все это сделал за 15 минут и ушел из дома. Здесь такого нет. Здесь нужно на баньку потратить часочек, да, чтобы нагреть водичку. В туалет можно, ну, конечно, по-быстренькому сходить, но немножко это приземляет и соединяет тебя с природой. Так, вот, собственно, шланг. Блин, банька, да, такая маленькая, уютненькая, посмотри на нее просто. Я не помещаю. Ну да, Настюха со своим ростом, у нее там еще руки вверх можно вытянуть. А мне приходится либо вот так, либо вот так. Я растягиваю, и вот так, ты видишь, нормально. Но зато так удобнее и мыться. Сразу так, ших. Все, ну все. Ой, ё-моё. О, уже наполненный. Но у нас уже все готово. Чан наполнен.
с основной водой, которая будет подогреваться. Мы сейчас наполняем ведрышки, чтобы у нас там была холодная водичка, на всякий случай, как я уже и говорил. И мы растапливаем печь. Час-полтора нужно будет еще подождать, пока нагреется основная вода, чтобы можно было купаться. Но нам еще повезло, что бревна не надо колоть. Вот так вот делать, чтобы они были без пыли. Так они же там лучше будут гореть. И все, погнали. Опа. Теперь идем затапливать печь. Настюха говорит, что она мастер у нас разжигатель. Ой. А есть спички? Ага. У тебя? А, вот. Да, есть. Сначала нужно открыть люшку. Открыл? Да блин. Давай. Я ее только сразу, как пришел, специально закрыл, чтобы у тебя не получилось быстро разжечь. Ладно. Пакость не удалась. Что надо сначала? Надо сначала накрошить бумагу, чтобы она дышала воздухом под дровами и топила. Да, казалось бы, что Настюха такая маленькая, но зато Маленькая, да удаленькая. и коня запряжет, и дров наколет. Я, когда ходила на спортивный туризм, мой костер дольше всех горел, потому что я знаю секрет. В деревне редко бывает такое, что ты можешь целый день лежать на сеновале и ничего не делать. А работы тут навалом. Например, сейчас мы переворачиваем сено, чтобы оно подсохло с другой стороны. Сено подготавливается с лета, чтобы у овечек зимой был корм. Да, и на самом деле, кроме овечек, тут еще уйма забот, которые необходимо делать чуть ли не каждый день. То кур покормить, то сорняки вырвать, то траву скосить. Ну, в общем, как вы поняли, в деревне всегда найдется, чем тебя занять. Ну а мы, закончив дело, пошли проверять воду в бане. Ну что, пойдем проверим, насколько у нас там все тепло уже. Ху-ху-ху. Очень тепло, прям офигенно. Ау! Слушай, вода прям очень горячая. Можно было, наверное, чуть раньше прийти, и вода была бы такая умеренная, и можно было прям корчиком отсюда купаться. Но хорошо, что мы набрали тазики с холодной водой. Мы теперь будем горячую с холодной смешивать и настраивать оптимальную температуру. Это не как ты дома там сидишь такой, подкрутил ветель с холодной, подкрутил ветель с горячей, и все, у тебя все комфортно. Здесь нет, такого нет. Если ты немножко профукал нагрев вот этой воды, то тебе все-таки придется смешивать с холодной водой. Давай не выпускай тепло. Все, я за полотенцами. Вы просто представить себе не можете это ощущение. То есть ты не просто моешься, ты еще и паришься. Но самый кайф это в конце, когда ты берешь, наполняешь себе тазик холодной воды и вот так сразу моментально весь жар уходит, становится очень комфортно, выходишь на свежий воздух. Здесь тепло, хорошо, птички поют, ветер дует. Легким паром. Спасибо. Слушай, я, если честно, проголодался. Позавтракаем. Прям уже голодный капец. Сейчас соберем яйца Угу. и приготовим вкусную яичницу. Отличная идея. Я еще вот там лук приметил. Супер свежий. Я бы прямо сейчас его вот так вот нарвал, нашелковал и в свежую яишенку. Все. Ай, крапива. Да сколько можно, блин? Меня тут слепни покусали уже, пока я вышел из бани. Крапивой ужалился. Ну, вроде это полезно, ты говорила, да? Это проверка. А? Значит, что? На терпимость. Ну, я же с тобой 3 года живу уже.
Так, ну Какие что, у нас здесь мы яйца? в курятнике. А, да? О, яйцо. Свеженькое. О, вот, Еще есть? да, 2. Ой. Ой. Фу. Какой-то... Нет, это не нужно брать. Это просто яйцо, оно помечено специально, чтобы его не трогали. А, да? Я бы его забрал. Вот еще тут. Так, они берут то, которое помечено. Настоящее. Вон, Настюх, я вот там вижу сверху еще дома. Курятные. Куриные. О, 2. Блин, нам четко на завтрак. Ой, какой красивый. Офигеть. Ну что, мы насобирали яиц, овощей. Сейчас мы это все будем готовить, проверять, так сказать, нашу комфорочку, которую я недавно забрал. Сейчас будем делать ее первый тест. Кстати, комфорочку купил на маркетплейсе. Посмотрите. Нет, это нормально, это должна сниматься штука. Очень крутая, посмотрите на ее цвет. Блин, она напоминает, если честно, мне чайник наш Смэк. Знаешь, она в такой же стилистике, да? Вот если их рядом поставить, такое ощущение, как будто это одной и той же фирмы. Но она для природы у нас, мы на ней будем постоянно готовить. Если нужно что-то быстро сделать, мы будем делать вот на этой штуке. Сейчас я хлебушек мягкий. О, давай, да. Я не знаю, это невозможно описать словами, насколько он мягкий. Прям супер свежий. Офигеть. В детстве всегда Давай. так делали. Да, да. В детстве постоянно такое было, что родители тебе дают на хлеб и сбегать за хлебом. И ты пока обратно возвращаешься, помните эти кирпичики? Он еще был хрустящий, супер свежий, и ты пока идешь до дома, уже половину его сгрызаешь. И приносишь домой весь обгрызанный. У меня, по крайней мере, постоянно так было. Блин, я считаю, что это успех. Завтрак у нас получился. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Слушай, ну мы сейчас покушаем. Я бы такой сгонял бы на прудик. Все-таки попытал бы свою удачу в поимке рыбы. Хищника какого-нибудь особенно. Это было бы классно. Ну да, ты же как раз много снастей брал. Ну да. Но мы были на одном пруде здесь, да, где ловится, точно ловится постоянно поплавок. Я думаю, что мы туда съездим, а хищника мы половим все-таки уже в другом месте. К 30 годам, я не понимаю почему, но я очень сильно полюбил рыбалку. Я не знаю, это новое хобби, которое приближается к 30, либо я старею, либо что. Но Настюха тоже не отстает на самом деле. Мы тоже в детстве, когда папа работал на берегу Волги, всегда ловили рыбу. И с Видалиной, моей сестрой, ходили по разным рекам здесь. Тоже ловили на сетку, на обычную удочку, на палке и с куриным пером вместо поплавка. Поэтому... Это прикольно. Я на самом деле тоже с детства, мне кажется, на рыбалке, потому что я из Волгодонска, а у нас сливается Волга с Доном, поэтому там рыбалка — это просто вау. Ну что, доедаем и погнали? Короче, Настюха знает, как звать овечек, чтобы они подходили. Интересное такое слово, я в первый раз вообще это слышал. Настюх, как? Быч. Что такое бычи? Ну, овечки на чувашском, наверное. Я не знаю. А, то есть, Так говорят, и я так же говорю. понял. Не знаю, я сколько раз к ним пытался подойти, они от меня убегают. Настюх, ну это какое-то читерство.
чё, блин? По чуть-чуть, давай, я тоже хочу на тебя посмотреть, как бы. И теперь на носик, давай положим тебе на носик. Оп. Не получилось. После того, как покормили овечек, мы все же отправились на ближайший пруд. Но по пути увидели поле, которое мы не смогли проехать мимо. Ребят, мы сейчас в поле. Можно сказать, что выпустили всю плохую энергию в воздух. Я знаю, что так часто делают, особенно в горах, кричат на горы, на воду. Мы решили это сделать в поле. Просто выпустить всю накопившуюся плохую энергию. Это поле, конечно, было очень красиво. Я в жизни не видел столько ромашек. Но нам нужно было ехать дальше. Каждое место, которое мы посещали в деревне, было по-особенному красивое. И даже этот маленький прудик не исключение. Что может быть лучше? Тишина, свежий воздух, закатные лучи уходящего солнца и, конечно же, клев вечернего карасика, который был хорошим дополнением к уютному вечеру. В общем, вот так прошел наш первый беззаботный день в деревне. Друзья, всем доброе утро. У нас по времени 3:38. Сейчас мы собираемся ехать на рыбалку на катере. Очень сильно хочется спать. Вообще ничего не хочется делать. Замерз еще. Ноги все промокли. Просто пипец. Вот такое доброе утро. Все, Север, до встречи. Привет. Привет. Как у вас дела? Нормально. У вас как? У нас все отлично. Ребят, это Денис. Мы с ним пойдем сегодня на вот такой замечательной лодке ловить самого настоящего хищника. А не то, что мы ловили на речке. Кайф. А мы сейчас пришли на точку, да, на определенную какую-то. Ну, посмотреть рыбу хочу. Мимо проходим, просто Ага. отмечено на корешке. А, Ну, здесь Чебоксарское водохранилище, значит, оно довольно-таки молодое по сравнению там с остальными. Соответственно, затопленный лес, он как бы остался на тех же местах. Вот. Ну, в основном, где живет хищник. И расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Откуда вот ловля, вот это все? Увлечен с детства, естественно. С тех времен еще там, когда поплавочка, карасики там на пруду. Как мы вчера. лет 6 там. Вот. Потом дальше, грубо говоря, там лет, наверное, в 20, наверное, 18 я, наверное, спиннинг только освоил. Вот. Ну и вот, в принципе, уже лет 20, наверное, плюс-минус
ловлю только спиннингом. А соревнования, да, ты говорил, что участвуешь? Да, у нас проходят соревнования, чемпионат Чувашии там и, в принципе, много остальных. Занимали какие-то призы. В прошлом году мы что-то тут это, третье место так и лежит у нас с прошлого года. Офигеть. Нахрапом, не тренируюсь, короче говоря, вышли. В соревнованиях же как это, грубо говоря, как натренируешь, так и будешь ловить. Сейчас же до 10 числа был запрет, да? Ну на ловлю? да, только открылся он. Ну, по принципе, идее, открытие. хищник должен быть прям голодный на все это, Тут, на знаешь, нашей как бы приманке. по слухам и пока вот по движению как бы особо что-то не чувствуется. А, ничего себе. Будем искать, как Мгм. говорится. Как понять, что тут стоит рыба? Слушай, ну, в принципе, вот, то есть вот эта коряга, да, Угу, вот за ней, там, если отдельно стоящие какие-то точки, угу. вот. Ну, сейчас А, поставим то есть еще прям лайв-сонар. маленькие, да? Да, ну, естественно, на масштабе там, Угу. сейчас, ну, то есть смотришь сначала в боковики и там нижнее сканирование, да, там. Это сонар реального времени, то есть он будет показывать сейчас нам рыбку, если она есть там. А без этих штук можно вообще ходить на рыбалку? Слушай, ну, я уже не представляю, как бы. Начинали там с самых простейших, там, на уровне, грубо говоря, там, тетриса, там, где совсем никакого разрешения, там, черно-белые. Сейчас уже тут, ну, все серьезно, там, картография, да, то есть подводная карта, там, которая показывает дно полностью, где были ручьи, там, какие-то раньше О, затопленные речки, там. Это уже у нас прибор реального времени, где можно искать рыбу. Вот двигается рыбка, видишь? То есть, как бы, Да, да, да. она стоит там, в принципе, за коряшкой. Вот. Ну вот как-то так. Вот она рыбка. Ну, надо пробовать всегда. То есть как бы в коряге бывает, что не видно рыбу, то есть она сливается тут с корягой. Сейчас попробуем. Здесь, там. Все, мы пришли на первую точку. Сейчас будем делать первые забросы, пытаться поймать того самого хищника, которого мы в дальнейшем приготовим на берегу Чебоксарского водохранилища. А так пока вот самое базовое, это 2 оборота, пауза. И вперед. Сколько весила самая большая рыба, которую вы ловили? Ну, щука там, значит, что 8 с чем-то, 8,5 плюс-минус. Судак 5 с копейкой тоже там. Каждый спиннинг создан для каких-то специальных, ну, условий там определенных, да, там. То есть какой-то спиннинг, малую речку, да, там, какие-то на большую, то есть для дальнего заброса. На джиг не нужен, в принципе, длинный спиннинг. Ну, вот как здесь вот там. На 2,38, 2,36 длина, в принципе, она как бы универсальная такая вот для меня, до 2,40. Придешь потом к тому, что тебе нужно определенное, что ты будешь там только это там заказывать. Ну что, Настюх, ловим? Страшно. Почему? Вдруг унесет. Потыкаешь здесь, выводишь сюда. Если бы наоборот, был бы у тебя рыбка вверх ногами, да? Здесь получается. Ну, всё, Спасибо. малючек. Красиво. Так делать. Поближе, что ли, не видно. Ну все, Ура! первое. Это кто? Берж называется. Это древняя рыба самая. Ну, получается, с открытием. Да. С почином, Да. как говорится. Сейчас, спасибо. Он на судака чем-то похож А немножко. он и есть, это судак, только беззубый. Видишь, у него зубов нет. А, да, да. У судака клыки, Угу. а у берша нет клыков, у него этот, ну, такой вот он. Красиво, да. Ну, они большие Ну, не всё. вырастают. Ну, давай, малыш. С утра вот я записывал подводку же.
и говорил, что, блин, очень холодно, замерз, не хочется ехать, уставший, не выспавшийся. Но сейчас, когда мы уже здесь, проснулись, позавтракали, доехали, половили, прям вообще испытываешь настоящее удовольствие. Поэтому не ленитесь, вставайте пораньше, не откладывайте на потом свои дела. Тянок, тянок. А, маленький держи. Я думал, что-то нормально. Мы аж сачок достали. Да. Это берж также, да? Да. Ты сегодня мочишь прям. Держи. Такой красавчик. Да. Ну что, второй. Ну что, Настя, как дела? Успешно. У тебя же была одна поклевка, только ты ее немножко профукала. Но я вообще думала, что это коряга. А оказалось, это щука, мне сказали. Большого улова у нас пока еще не было. Почему-то рыба была в состоянии покоя и вообще не хотела клевать на наши приманки. Но мы не отчаивались и переходили с точки на точку в ожидании той самой поклевки. Ведь в рыбалке на хищника нужно постоянно искать и пробовать разные способы ловли. Доходишь до коряжки, там, аккуратненько перекидывай. Прям лютый коряжник. Лес. Ну, на дерево. Ничего себе. Смотрите, вот это вот дерево лежит. И зачастую в таких, да, местах стоит именно хищник. Ну да, да. А где у него? Вон. Сейчас возле рыбки, да, будет? Ну да, уже ведет. Опусти чуть. Пусти. О, вышел. Веди. Ловлю, Настюха! Вышла! Я видела, как она... Это судак. Вау! Ты видела, да, как Да, он Лен. вышел? Я видела, как схватила. А я прям через корягу чувствую, вот так же облизываю ее, облизываю. И я вроде перешагиваю эту корягу и жду, пока она упадет. И она падает, и тут такой Вот удар. вы видели, как У тебя из коряги вышла, она вниз падает, Да, и, да. и из коряги выходит судак. Офигеть. Да. Такой пищевой, более-менее. Так, ну, наверное, сегодня мы его и приготовим. Ну что, у нас сейчас обед. Рыба перестала клевать, у нас стоит дикая жара. И мы остановились вот на таком вот бережку. Сейчас мы приготовим нашу свежепойманную рыбу. Все-таки, Какой самый простой рецепт приготовления рыбы? я думаю, что самое вкусное это просто жареная рыба. Она свежепойманная. Так что ничего не может быть вкуснее, просто свежепойманный. Угу. То есть без разницы соль, перец, мука, наверное, да, и все. Да. Самое главное, чтобы она была свежая. Я вот, к примеру, не могу есть, которая полежала в холодильнике там уже какое-то время в морозилке. Угу. То есть она уже не той свежести. Она уже не та, да, совсем не та. Хороший судачок. Так. Промоем. Щуку так, наверное, не приготовишь, да? Ну, щукой возиться надо много. Судак вкуснее. То есть нам еще и повезло, что мы судака такого Ну, конечно, поймали. а щука-то что это?
Это На самом деле, я думал, что маленький судак. А в принципе, нам на поесть троих хватит, я тебе скажу. вообще поесть, наесться и подкрепиться самое то. А нужно ей как-то настояться? Вот я и хочу ее оставить, Угу. чтобы она просолилась, так сказать. Сейчас он просолится, полежит минут 10, пока мы все приготовим. Муку и так далее. Настюх, нам капец как повезло, да, что мы в прошлом году с Денисом познакомились. Капец, как повезло, что у Дениса есть все. Да, да. Мы оставили машину. Так, это берем. По-моему, это будет самый вкусный судак, который мы вообще могли поесть. Опа. Давай руку. А там все, наверное, уже. Здоровское на природе. Ты можешь налить много масла и не переживать, что оно будет брызгать. Или там еще что-то. Обмаливаем в муке. Просто Обваливаешь. я обваливаю хорошенько. сразу, да? Внутри тоже? Ну, так, чуть-чуть. Ага. Ага. И закидывай аккуратненько. Мне очень хочется попробовать ее. Какой аромат стоит? Да. Ты чувствуешь? Да. Блин, аромат стоит, вы просто представить себе не можете, насколько вкусно это все пахнет. Я надеюсь, что камера когда-нибудь научится передавать запахи все, чтобы зритель мог максимально прочувствовать всю атмосферу на съемках. Так, и как нам понять, что он уже готовый? Ну Вау. Тут Красивая уже сразу корочка. понятно. Настюх, ну запоминай, Да. в следующих поездках ты готовишь. Да я всегда готовлю. Это точно. Это же атмосферно. Не, ну такие места это дорогого стоит побывать здесь же. Мне очень нравятся вообще уединенные места, такие, где нет очень много людей. Когда ты приезжаешь и один наедине с природой. Я говорю, когда я здесь бываю, мне прям, знаешь, понимаешь, что не зря ты здесь родился, там, в Чувашии, там, знаешь, вот такие места, что мы на Волге там живем, это многого стоит. Это самая вкуснятина, да, Денис? Ну да, щечки это деликатес. Блин, если честно, это получается еще трушнее, чем я ожидал. Я думал, мы сходим, половим рыбу, приедем на берег. В Дефе у нас все комфортненько, у нас есть мангал, стульчики, столики, у нас есть дощечки, все для приготовления еды. А мы прям так трушно выбрались на остров, тут же разделали рыбу, тут же мы ее пожарили, и тут же мы ее и съедим. Я уже вижу, как тебе не терпится. Давай, давай, налетай. Какое нежное мясо. Да? Офигенно. Вообще. И судак он вообще, да, не костлявый. Да? Офигенно. Очень вкусноват. Правда? Ничего не надо, да. Ни лимона. Вообще. Это просто свежая рыба, соль, мука, перчик. И зверский аппетит. Вкусно. Вот они, щечки. Вау, офигеть. Ну ты. Не дожарился. Даже хлеба не надо, да. Что, пробуем улов.
Офигеть. Очень вкусно. Нежное, да, мясо? Офигенно она. Такого не поешь. Мгм. Только когда вот так вот свеженького. На самом деле вкус рыбы раскрывается, когда ты его здесь в таких условиях сам приготовил. Ну да. Офигенно. Да, это, наверное, был один из самых запоминающихся обедов в нашей жизни. Надеюсь, таких моментов будет еще огромное количество. На самом деле, классный опыт открываться чему-то новому. И самое главное, не бояться пробовать что-то новое. Ведь так расширяется твое мировоззрение. Друзья, мы хотим, чтобы вы тоже отправлялись в поездки по России и открывали для себя новые красивые места. А может, и новых друзей. Все, Денис, Все, спасибо большое Спасибо за за супер отдых. За Очень хорошую круто компанию было. вам. Спасибо большое. Вам спасибо, ребят. Вы классные, Спасибо. вообще молодцы. Ну что, наша миссия выполнена, да, на этом? Поздравляю. Ура! И котик. Пока-пока. Это, конечно, вообще экспириенс. Понравилось? Угу. Мне тоже очень понравилось. Получилось как-то атмосферно, что ли. Это даже лучше, чем у меня было в голове. Да? Угу. Ну, здесь как-то не та атмосфера, а остров, он был какой-то такой, Особенный, да? да, пустой и какой-то красивый. Чего, Север? Дождался нас? Красивый, блин, такой вообще, капец. Смотрите, блин. Довольные и счастливые, мы приехали в деревню все же закрыть свой гештальт на это путешествие. А связано он с тем, что мы хотели запустить летающего змея в пустом поле с крыши нашего автомобиля. И не будем скрывать, мы не раз пытались его запустить. То ветра нет, то есть и сразу затухает. В общем, я уже думал, что эта идея неосуществима в этом выпуске. Но пробуя каждый раз, день за днем, меня не отпускало желание это сделать. И вот у нас получилось. Да, друзья, у нас получилось запустить змея с крыши нашего автомобиля. Это ощущение не передать словами. Как будто ты вернулся немного в детство и проводишь время весело и беззаботно. Все-таки классно выезжать в такие отдаленные места и проводить время наедине с собой или своими мыслями. Отдыхать и перезагружаться от большого шумного города. Заниматься теми делами, какие ты бы не делал в повседневной жизни. И проживать эту жизнь чуть иначе, не как это происходит на постоянной основе. Ведь новые эмоции продлевают нам жизнь. Именно поэтому мы и захотели путешествовать и изучать этот мир с другой стороны. Ну и вам показывать наш путь. Ну что, вот и завершился наш отпуск. Да. Небольшое путешествие, первое, долгожданное. На самом деле мы думали об этом последние полгода, это точно. Да, я мечтал о первом путешествии, хоть куда-нибудь поехать. Да, но нужно было подготовиться. Но я хотел не в деревню первую. Я хотел где похолоднее. Но я думаю, что мы еще туда съездим. На самом деле классно, что мы поехали первый раз сюда, в деревню. Мы все протестировали машину, протестировали наш реквизит. В целом протестировали формат влога, как мы его будем в дальнейшем вести. Сделаем работу над ошибочками в дороге. Монтаж все покажет, как говорится. Вот. Я считаю, что это получился классный выпуск. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. На самом деле, давай не будем принуждать людей. Не, на самом деле, Ребят, вот если вам да. понравилось реально, Да. то ставьте. Если не понравилось, то и ставьте дизлайки. Нет. Нет. Ладно, ребят, мы увидимся с вами в следующих выпусках. Надеюсь, скоро. Крепко вас обнимаем. Пока. Пока. А что ты? А я ждал, пока ты ответишь.